Глава 731. Высшее пурпурное пламя. Хань Ли сидел, скрестив ноги, в комнате для медитации на втором этаже здания. Его глаза были плотно закрыты, а из его тела выходил лазурный свет. Его руки были сжаты в жесте заклинания, а над ними плавал шарик фиолетового пламени размером с яйцо, который беспрерывно колебался. Это дьявольское пламя Хань Ли создал из небесного ледяного пламени и ледяной ци шестикрылой ледяной многоножки. Сила этого пламени была на уровень выше, чем у небесного ледяного пламени, в результате чего оно стало самой мощной смертельной техникой в арсенале Хань Ли на сегодняшний момент. Это дьявольское фиолетовое пламя Хань Ли создал после того, как он усовершенствовал уголек небесного ледяного пламени. И для того, чтобы отличить его от священного пламени Асуры, он назвал его высшим пурпурным пламенем. Он был убежден, что если бы это пламя попало на тело даже культиватора, даже поздней стадии зарождающейся души, он определенно не смог бы противостоять ему. Однако Хань Ли не мог предугадать, могло ли это пламя убить его. К сожалению, какой бы немыслимой силой ни обладало это пламя, оно было ограничено количеством небесного ледяного пламени, которое Хань Ли смог усовершенствовать. Но собрав его все вместе, он мог бы открыто сражаться против культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Хань Ли услышал, как серебряная луна удивленно щелкнула языком. «Поздравляю, мастер. Я недооценивала высшее пурпурное пламя. Оно оказалось намного более мощное, и в будущем еще только предстоит раскрыть его потенциал». Он молча улыбнулся в ответ и просто вдохнул, превратив высшее пурпурное пламя в обычный огонь, и вдохнул его внутрь. Затем он отпустил жест заклинания и прекратил медитацию. Хань Ли открыл глаза и медленно сказал: «Хотя высшее пурпурное пламя довольно мощное, его слишком мало для надежного использования. Я больше всего надеюсь, что я смогу открыть небесный котел. Если то, что ты сказала о божественном духовном сокровище, правда, то я смогу вознестись над всем небесным южным регионом и получить настоящую силу, с которой мне будет больше ни о чем беспокоиться». Серебряная луна сладко усмехнулась и уверенно проговорила: «Пожалуйста, не волнуйтесь, мастер. Небесный котел силен настолько или даже больше, чем я сказала». Хань Ли кивнул головой и собирался было еще что-то сказать, как вдруг в его комнату влетела полоска белого света. Звонкий голос Иннин раздался в воздухе: «Боевой старший Хань, поторопитесь в главный зал. Старший Ма вернулся, и Маулани вот-вот нагрянут». Сказав это, полоска белого света вылетела обратно. С угрюмым выражением на лице в его глазах вспыхнул холодный блеск, и он вылетел из комнаты. Когда Хань Ли прибыл в главный зал, Гау Шуанпу, старик Ма и большой лысый мужчина уже были там вместе с горбатым человеком в расшитой одежде, лицо которого было крайне бледным. Кроме того, здесь было еще двое культиваторов формирования ядра, помимо 4 предыдущих. В настоящее время они торжественно стояли в стороне. Но когда Иннин увидела Хань Ли, она сладко улыбнулась ему. Большой лысый мужчина выдавил из себя улыбку и проговорил: «Это господин Даосист Хань. Позвольте мне представить вас, это господин Бэу Юньхэ из Долины Небесного Вала. Господин Даосист Бэу, это господин Даосист Хань из секты Дрейфующего Облака». Когда Хань Ли увидел это, его настроение упало. Казалось, ситуация была хуже, чем он себе представлял. С добрым выражением на лице Хань Ли вежливо проговорил: «Я наслышан о вашей репутации от брата Лу, господин Даосист Бэу. Я рад, что вы смогли вернуться живым». Будучи уже проинформированным о Хань Ли от других, Даосист Бэу ничуть не удивился тому, как он выглядел. Бэу Юньхэ горько улыбнулся и сказал: «Прошу прощения за мое предвзятое отношение. Только благодаря помощи помощника Даосиста Ма я смог избежать опасности». Сказав это, он с благодарным выражением повернулся к старику Ма. Старик усмехнулся: «Да, это пустяки. Однако преследователи отступили, прежде чем я даже смог проверить свое древнее сокровище. Это было очень странно». С волнением на лице Бэу Юньхэ сказал: «Древнее сокровище господина Бэу обладает действительно удивительной силой. Те, кто нас преследовали, не захотели даже просто встречаться с ним, поскольку они не были уверены в своей победе. Но надо сказать, что нынешнее вторжение Мауланей сильно отличается от тех, что были в прошлом. Мало того, что воины-заклинатели гораздо лучше подготовлены, их поддерживают древние, свирепые звери. Эти звери невероятно огромные, с толстой кожей и боевой броней. Кроме того, на их телах также установлены различные виды ограничительных заклинаний. Когда эти существа начинают свою атаку, разрушение великой формации лишь вопрос времени». Странное выражение появилось на лице Хань Ли: «Вы хотите сказать, что даже несколько культиваторов зарождающейся души не смогут убить этих зверей?» Хотя он уже знал, что армия воинов-заклинателей взяла с собой много огромных зверей, он и представить себе не мог, что эти звери были настолько грозными.
Через мгновение мысли и выражение Бэу Юньха смягчилось. Полной силой удара моего волшебного сокровища я смог ранить зверя. Однако меня атаковали два высокоранговых воина-заклинателя, и я был занят, чтобы убить зверя, прежде чем он уничтожил великую формацию. Господину Лу будет легко удержать эту формацию с помощью господина Ма и других. Она не должна так же легко пасть, как в долине Небесного Вала. Гэу Шуанпу мрачно сказал: «Господин Даосист Бэу, сколько воинов-заклинателей уровня мудреца есть в этой армии? Если их немного, нашей силы 5 культиваторов зарождающейся души должно быть достаточно, чтобы захватить их. Даже если мы не сможем убить одного или двух из воинов-заклинателей уровня зарождающейся души, мы хотя бы сможем их ранить». Бэу Юньхэ вздохнул и сказал: «Боюсь, мне придется разочаровать брата Гэу. Я заметил одного из странных воинов-заклинателей, о которых ранее говорили, помимо двух мудрецов. Хотя этот странный воин-заклинатель не атаковал, его тело было покрыто чрезвычайно странной аурой, возможно, подвергнутой какой-то трансформации. Более того, я подозреваю, что среди их армии скрываются другие высокоранговые воины-заклинатели». Крупный лысый мужчина кивнул: «Поэтому кажется, что нам еще нужно много обдумать, скрывают ли они свою силу. Если они слишком сильны, нам придется затащить их в великую формацию. Во всяком случае, наша главная цель — потянуть время». Гэу Шуанпу нахмурился, выглядев неудовлетворенным этим решением, но он не стал настаивать на этом. Ни Хань Ли, ни старик Ма не выдвинули никаких возражений. В результате Чон Сю Цзы проводил Бэу Юньхэ в комнату для медитации, а Иннин и другие культиваторы разговаривали с культиваторами долины Небесного Вала, а затем добавили их в гарнизон. Хань Ли очень заинтересовали слова лысого человека. Союз 9 наций послал этого человека охранять это место по какой-то причине. В этот момент издалека раздался грохот. Постепенно он стал раздаваться эхом по всей горе. Все, кто был в зале, изменились в лицах. Внезапно выражение на лице старика Ма стало холодным. В его голове прозвучало намерение убивать, когда он сказал: «Кажется, маулани прибыли. Они лишь на шаг позади нас». Крупный лысый мужчина сжал кулак и взглянул на Хань Ли и двоих других культиваторов стадии зарождающейся души. «Все в порядке. Давайте сначала проверим, есть ли в их армии какие-нибудь грозные персонажи. На данный момент я должен буду побеспокоить вас, господа даосисты». Затем он повернул голову к двум культиваторам формирования ядра, которые прибыли с Бэу Юньхэ. «Вы двое, следуйте за нами. Поскольку вы уже сражались с ними раньше, вы должны знать о нескольких зловещих трюках в рукаве и быть в состоянии предупредить нас». У одного из культиваторов формирования ядра были толстые брови и коричневая кожа, у другого было мрачное, лошадиное лицо. Когда они услышали большого лысого человека, они переглянулись между собой и кивнули в знак того, что готовы выполнить приказ. Затем Хань Ли повернул голову в сторону грохота и безмолвно посмотрел вдаль. К югу от горы Желтого Дракона приближалось большое количество воинов-заклинателей. Они плотно заполнили горизонт своим ровным строем, пролетая над зеленым туманом внизу. Впереди армии воинов-заклинателей было более дюжины человек, которые шли бок о бок. Сверкая разноцветными огнями и магическими сокровищами, их тела мерцали странной световой аурой. Это были высокоранговые воины-заклинатели армии мауланей. Среди них было трое, чей внешний вид привлекал больше всего внимания: человек, окутанный красным светом, вокруг которого была злобная огненная змея, морщинистый человек высокого роста, такой худой, что, казалось, его могло ветром сдуть, и фигура, одетая в черные одежды. У этой черной фигуры было закрыто лицо, но из его тела выходила черная демоническая ци, а из его ауры доносились призрачные вопли. Этого было достаточно, чтобы внушить страх окружающим. Несмотря на это, были еще двое, которые сопровождали черную фигуру. Тем не менее, воин в черном держался от армии поодаль, словно он не принадлежал к ней. Другие воины-заклинатели воротили глаза от черной фигуры, словно боясь и благоговея перед ним одновременно. Однако, пристально присмотревшись, можно было обнаружить ненависть в их глазах. Глава 732. Огненный духовный водяной дракон. Два высокоранговых воина-заклинателя рядом с черной фигурой обсуждали, как разрушить великую формацию, что была перед ними. Как только они закончили обсуждение, высокий, морщинистый культиватор размылся и появился перед черной фигурой по вспышке лазурного света. «Господин Плач Небес, мы начнем. Эта великая формация выглядит намного мощнее, чем предыдущая. Я также слышал, что там несколько культиваторов зарождающейся души. Я боюсь, что это займет довольно много времени. Нам не нужно атаковать первыми». Воин-заклинатель в черном покачал головой. Они решили выйти сами.
Давайте сначала посмотрим, насколько сильны эти культиваторы, а потом решим, что делать. Он говорил хрипло и неясно, словно у него не было языка, что приводило к большому беспокойству всех, кто его слышал. Когда высокий, морщинистый воин-заклинатель услышал это, он удивленно моргнул и взглянул вниз на зеленый туман. Как и ожидалось, область зеленого тумана внезапно начала подниматься, а затем разделилась на две части по вспышке света, в результате чего можно было увидеть, что происходит внутри. Вскоре после этого изнутри вырвались 7 полос света. Они сделали круг в небе, а затем показали себя. Среди них было 5 культиваторов зарождающейся души и 2 культиватора формирования ядра. Под командованием лысого мужчины не было низкоранговых культиваторов, за исключением культиватора формирования ядра из долины Небесного Вала и Чун-Сюци. Хань Ли завис в воздухе и взглянул на армию воинов заклинаний. Конечно, 10 воинов-заклинателей, которые вели армию, привлекли его внимание, особенно черная фигура. Однако он не стал долго разглядывать его, бессознательно отведя взгляд. Когда он увидел эту черную фигуру, ему сразу вспомнили о костяном мудреце Сяача. Неужели этот человек тоже был культиватором призрачного Да? Сердце Хань Ли дрогнуло при виде него, и он стал намного бдительнее. Прежде чем костяной мудрец захватил тело кривой души, его материальная форма представляла собой сгусток инской и призрачной ци. Однако кое-что в ауре этой черной фигуры отличалось, но на данный момент Хань Ли не мог понять, что это было. Когда Хан Ли и компания прибыли, воины-заклинатели уже начали суетиться. Воин-заклинатель, вокруг которого вращался огненный питон, внезапно трансформировался в огромный шар света и выстрелил культиватором. Когда Хань Ли и остальные увидели это, они стали холодно наблюдать за этим, не выражая никакой паники. Если только этот воин-заклинатель не искал собственной смерти, он не посмел бы напасть на них в одиночку. В результате группа культиваторов просто наблюдала за ним с враждебным взглядом, пока этот огромный огненный шар не остановился в 20 метрах от них. От этого огненного шара исходил палящий жар, в результате чего культиваторы несколько встревожились из-за этого. Огне показался силуэт, вслед за которым последовал голос, сотрясший воздух поблизости: «Я, великий мудрец из племени огня, Куя. Поскольку вы здесь, вы решили проверить наши навыки. Как вы собираетесь соревноваться? 1 на 1? Или в ближнем бою?» Лысый мужчина посмотрел на огненный шар и ответил ледяным голосом: 1 на 1. Пусть небеса решат, кто выживет. Куя дико рассмеялся из огненного шара: «Хорошо, я именно этого и хотел. Я буду первым вашим противником. Пусть от вас кто-то выйдет вперед». Культиваторы были в ярости от этого, но старик Ма был особенно угрюм. С выражением, наполненным намерениями убийства, его тело превратилось в полоску белого света, и он полетел вперед. Лысый мужчина некоторое время поколебался, но не стал останавливать старика, молча разрешив ему сражаться первым. С его точки зрения, он понятия не имел, кто из них обладал наибольшей силой. Разумеется, что Хань Ли, который совсем недавно вошел в стадию зарождающейся души, мог быть сильным противником. Когда Куя увидел, что полоска белого света продвигалась вперед, он тихонько отлетел назад, а старик Ма продолжил приближаться, пока они оба не оказались ровно посередине между армией воинов заклинаний и зеленым туманом. Таким образом, оба они могли бы действовать без всякой необходимости сдерживаться или бояться внезапной засады с обеих сторон. Лысый мужчина повернулся, взглянул на культиватора с лошадиным лицом и торжественно спросил, каковы способности этого мудреца Мауланей. Есть ли у него какие-то особые техники? Он ответил со слепым негодованием на лице: его техники огненного элемента были невероятно мощными. Пламенный питон на его теле особенно проворный, от него трудно защититься. Другой культиватор формирования ядра из долины Небесного Вала был превращен в пепел этим питоном, как только тот коснулся его. Вот как? Затем лысый мужчина отвернулся и проговорил: «Брат Гэу, если я правильно помню, великое праведное искусство великого павильона невосприимчиво к жаре и пламени, вне зависимости, призрак это или злой дух». С нерешительным выражением в глазах Гэу Шанпу сказал: «Трудно сказать. Будь это обычная техника огненного элемента, великое праведное искусство может справиться с ним без проблем. Однако против техник воинов-заклинателей, которые используют 3 сущности духовного пламени, оно будет бесполезным. Несмотря ни на это, старик Ма наиболее подходит для этой битвы среди всех нас. Даже если его великое праведное искусство не сможет противостоять пламени, оно может выдержать дьявольское влияние пламени. Не стоит беспокоиться по поводу каких-либо внутренних демонов». Когда лысый мужчина услышал это, он почувствовал уверенность и смог немного расслабиться, глубоко выдохнув. Хань Ли взглянул на огненного питона, который лежал в огромном огненном шаре, и он почувствовал, как его сердце дрогнуло. Его глаза загорелись синим светом,
а на лице появилось странное выражение. В этот момент старик Ма сделал жест заклинания руками, и его тело стало покрываться слоем мягкого белого света. В тот же самый момент он открыл рот и выплюнул пятно серебряного света размером с грецкий орех. С большим порывом ветра пятно серебряного света увеличилось в размере и стало длиной в несколько метров. Он дрогнуло на мгновение, а затем засверкало тысячами серебряных огней и издало крик, напоминающий крик священного феникса высоко в небе. Равнодушно взглянув на старика, Куя оставался неподвижным с легкой усмешкой на лице. Это взбесило старика Ма, он холодно фыркнул и решился атаковать первым. В этот момент он внезапно услышал слабую голосовую передачу, которую едва было слышно. Старик Ма был встревожен тем, что услышал, и с недоумением оглянулся на Ханьли. Ханьли осторожно улыбнулся старику в ответ. С изумлением и сомнением он обратил свой взгляд на Куя, и он изменился в лице. Взгляд старика Ма несколько раз сверкнул, и он угрюмо сказал: «Этот твой питон необычный духовный зверь». Куя помолчал, а затем усмехнулся: ты, кажется, кое-что в этом понимаешь. Мой огненный питон сформирован из огненного духа. Его нельзя сравнить с духовным зверем». Его тело дрогнуло на мгновение, и огненный питон на его теле засветился ярким светом, а затем метнулся в небо. Из головы питона внезапно вырвался рог, и из его тела выросли мощные когтистые лапы. В результате стало ясно, что это на самом деле был огненный водяной дракон со сверкающими красными чешуйками. Он взвился от ярости, летая над головой Куя. Трансформированный огненный дух. Лысый мужчина невольно вскрикнул от тревожного удивления. Выражение Гэу Шуанпу стало мрачным. Старик Ма почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Огненные техники его противника достигли той стадии, где он смог усовершенствовать и трансформировать огненных духов. Это был не то, на что был способен обычный воин-заклинатель зарождающейся души. Ему предстояла жестокая битва. С этой мыслью старик Ма отбросил в сторону свой первоначальный план — использовать только 70% своих сил в битве с этим врагом. Он глубоко вдохнул и взмахнул своим рукавом, высвободив предмет, сверкавший радужным светом. Он сделал круг над его головой и остановился в метре над ним. В этот момент у культиваторов внизу и воинов-заклинателей издалека появилось любопытство на лице. Сокровище, способное мерцать радужным светом, было чем-то исключительным. Ханьли также взглянул на этот предмет. Этот предмет был круглым и тонким свитком длиной в метр. Свиток был направлен в Куя и стал медленно разворачиваться, когда старик Ма начал произносить заклинание. В результате свитки проявилась диаграмма в форме восьмиугольника. Старик Ма затем ударил по свитку основной печатью заклинания, заставив свиток сверкать ярким светом, в результате чего он выпустил удивительные колебания из диаграммы. Когда Куя увидел эти колебания, он понял, что его дела не так уж хороши. Он тут же указал на старика, и огненный водяной дракон, круживший над его головой, внезапно открыл рот и выплюнул поток алого пламени, который мгновенно охватил старика Ма и восьмиугольную диаграмму. Глава 733. Высшая восьмиугольная диаграмма. У лысого мужчины и остальных появились тревожные выражения, когда они увидели, что старика Ма охватило пламя. Однако они догадывались, что он неспроста вынул свиток. Однако старик Ма стоял в море пламени, держа жест заклинания руками и раскручивая свиток перед ним. Внезапно в пульсирующем белом свете и завывании бури из свитка вырвался столб белого ветра, который окружил тело старика в радиусе 30 метров вокруг него. Море огней, окружавшее его, мгновенно разлетелось по сторонам. Затем от старика Ма с яростным воем из столба ветра вырвалась полоска серебряного света, которая тут же метнулась в Куя, не заботясь о драконе, что летал над ним. Казалось, что старик Ма прекрасно понимал, что, если он сможет нанести вред Куя, дракон значительно уменьшится в силе. Куя слегка усмехнулся и, взмахнув рукой, выпустил летающую саблю, сияющую сверкающим алым светом. Сабля мгновенно переместилась, блокируя серебряную полоску, и тут же столкнулась с ней в воздухе, в результате раздался лязг, и красный и серебряный свет переплелись вместе. Когда Куя увидел это, в его глазах появился холодный блеск. Взмахнув руками, он высвободил красный флаг размером с дюйм и подбросил в воздух. После загадочного заклинания Куя флаги загорелись красным светом, а затем из них появились две колонны пламени, которые вошли в рог дракона. В результате этого над появилось огромное облако пламени. Вперед! Куя прекратил свое заклинание и выдал туман красной ци в огненного дракона над ним. Дракон внезапно заревел от восторга и метнулся в облако пламени, превратив его в малиновый цвет и заставив его помутнеть. Вскоре после этого облако стало уменьшаться.
Хань Ли прищурился, глядя на это, и его глаза снова засияли слабым синим светом. С помощью глаз духовного просвещения он увидел огненный дракон, скрывающийся внутри облака, неистово вдыхал огненное облако. В мгновение ока огненное облако было поглощено драконом почастую, в результате чего дракон увеличился в размерах и стал в высоту более 30 метров. Его голова стала размером с небольшое здание, а из пасти стали торчать острые клыки, поистине он выглядел ужасающе. В этот момент бушующий белый столб ветра полностью сдул море пламени, показывая только старика-мама, который стоял внутри него. Держа в руке свиток восьмиугольной диаграммы, он лишь на мгновение взглянул на огромного дракона, а затем подбросил свиток в воздух. В следующее мгновение свиток вылетел в небо в виде полоски радужного света и тут же исчез в небесах, словно пытаясь вылететь за пределы атмосферы. Куя удивленно моргнул. Внезапно он почувствовал серию странных колебаний духовной ци над ним. Угольки радужного света озарили все небо, образуя восьмиугольную диаграмму, которая также сияла радужным светом. В мгновение ока она упала с неба без какого-либо сопротивления. Выражение на лице Куя тут же изменилось при виде этого, и он сразу же перевел взгляд на своего дракона. Огненный водяной дракон сразу же поднял голову и извергнул поток алого света из пасти, попав в нижнюю часть формации. Формация слегка задрожала, но затем продолжила падать, словно ничего не произошло. С бледным выражением на лице Куя потер руки друг от друга, а затем внезапно поднял их и выпустил в небо плотный шквал из бесчисленного количества огненных шаров размером с кулак. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде этого. Этот шквал огненных шаров образовался не в результате многих талисманов огненного шара, а был вызван его культивацией. Духовные техники воинов-заклинателей были далеко за пределами того, что могли использовать даосисты с помощью своих элементных техник, и были намного полезнее в битве. Пока Хань Ли размышлял над этим, огромное количество огненных шаров ударило по нижнему краю огромной формации, словно метеоритный дождь. Однако этот удар также оказался малоэффективным. Диаграмма продолжала падать с огромной скоростью, настигнув Куя и его дракона. В этот момент культиваторы и воины-заклинатели, наблюдавшие за битвой, больше не могли видеть Куя. Они видели, как огромная восьмиугольная диаграмма медленно вращалась вокруг него, полностью окружив. Старик Ма не проявил ни малейшего восторга от успеха атаки. Он просто торжественно сел, скрестив ноги, и сложил руки в жесте заклинания, в то время, пока вокруг него вращался мягкий световой шар. В тот же момент огромная диаграмма, похоже, слилась с радужным светом и внезапно издала оглушающие раскаты грома, пульсируя вспышками яркого света. На лице морщинистого воина-заклинателя появилось на лице тревожное выражение. Он повернулся к черной фигуре и вежливо спросил: «Господин Плач Небес, все ли в порядке с мудрецом Куя? Если это слишком опасно, мы можем не соблюдать это соглашение. Мы можем просто пойти и спасти его». Это превзошло все наши ожидания, чтобы культиватор зарождающейся души мог обладать таким необычным древним сокровищем. Черная фигура плавно засмеялась. «Не волнуйся о нем», — небрежным тоном сказала она, «хотя это восьмиугольная диаграмма, это действительно грозное древнее сокровище, этот культиватор до сих пор не понял, как его нужно правильно использовать. Он едва может использовать его, вливая в него свою духовную силу. Это не сможет задержать господина Ку надолго. Эта техника формации, безусловно, потребляет огромное количество магической силы. Как глупо. Но все же неудивительно, что немногие знают, как правильно нужно использовать такое редкое древнее сокровище в столь отдаленном районе». В его тоне звучало презрение к культиваторам небесного южного региона. Морщинистый воин-заклинатель расслабился, услышав это, и решил временно отложить свой план по спасению Куя. На лицах лысого мужчины и других культиваторов было как беспокойство, так и радость. Они были взволнованы, когда увидели воина-заклинателя, захваченного восьмиугольной диаграммой. Но когда они увидели, что старик Ма все еще поддерживает формацию с торжественным выражением на лице, хотя из нее и раздавались странные звуки, они поняли, что битва еще далека от завершения. Спустя какое-то время старик стал проклинать это магическое сокровище. Он его приобрел совсем недавно, а ранее использовал только против культиваторов формирования ядра. Разумеется, эти культиваторы были совершенно бессильны против этого сокровища, и убить их для старика Ма не составило никакого труда. Тем не менее, этот воин-заклинатель смог временно заблокировать восьмиугольную диаграмму, используя свою собственную атаку вместе с непрекращающейся, свирепой атакой его пламенного дракона. Подавление силы этих атак значительно истощили духовную силу на этой формации. На данный момент битва в воздухе успокоилась. Помимо слабых взрывов, раздававшихся из диаграммы, воцарилась тишина. На лицах культиваторов небесного южного региона усилилось беспокойство.
Хань Ли был единственным, у кого все еще было спокойное выражение, наблюдая, как разворачивается битва. Серебряная луна разочарованно щелкнула языком за головой Хань Ли. Кажется, господин Ма действительно переусердствовал с этим магическим сокровищем. Восьмиугольная диаграмма ничуть не слабее фиолетового облака. Со спокойным выражением на лице Хань Ли внутренне спросил: «Восьмиугольная диаграмма? Ты знаешь это древнее сокровище?» «Конечно», — быстро ответил Луна, — «это было древнее сокровище из прошлого. Однако, похоже, это низкоранговое сокровище. В противном случае этот воин-заклинатель должен был уже погибнуть, несмотря на то, что старик не знает, как им пользоваться. Если бы это сокровище было высокоранговым, оно бы не требовало такого большого потребления энергии». Немного подумав, Хань Ли спросил: «Если низкоранговая диаграмма содержит такую мощь, то какова будет мощь высокоранговой диаграммы? Ты сказала, что фиолетовое облако не слабее этого сокровища. Неужели есть секретный метод, с помощью которого можно использовать всю мощь этого сокровища?» Серебряная луна улыбнулась и ответила: «Фиолетовое облако не так уж и трудно использовать. Вам просто нужно влить в него духовную силу и использовать ее. Кроме того, нужно будет попытаться схватить нефритово-солнечный истинный огонь». Когда Хань Ли услышал это, он замолчал. Он снова взглянул на небо, и он нахмурился, подумав: нехорошо. Огромный взрыв пронесся по воздуху, и восьмиугольная диаграмма внезапно исказилась. Из диаграммы вышло бесчисленное количество лучей красного света. Следом за этой шокирующей сценой из угла формации началась еще одна серия взрывов. Внезапно появился шар бушующего пламени и выстрелил на 30 метров вперед, пока не стало возможным разглядеть, что это Бээль-Куя, стоявший на спине дракона. Водяной дракон уменьшился до размеров в 3 метра и выглядел значительно ослабленным. В стороне старик Ма выглядел не намного лучше. Лицо его было бледным, а глаза — вялыми. Однако старик стиснул зубы и махнул рукой в восьмиугольной диаграмме. По вспышке радужного света она полетела обратно в небо и упала обратно в руку старика, обратно превратившись в свиток. Глава 734. Дьявольского искусства небесной вспышки. Когда старик увидел свой потрёпанный свиток, его лицо побледнело. Он был потрёпан до такой степени, что его было уже невозможно использовать. Какая жалость! С сожалением проговорила черная фигура. Если бы господин Куя не спешил так вырваться на свободу и использовал свою огненную духовную жизненную силу, чтобы потянуть время, этот культиватор бы исчерпал свою магическую силу и сам развеял формацию восьмиугольной диаграммы. Морщинистый воин-заклинатель на мгновение задумался, а затем кивнул в знак согласия. Когда заклинатель ворвался на свободу, старик Ма схватил в руки свиток с болезненно-бледным выражением на лице. Он быстро положил его в сумку и злобно посмотрел на Куя. Куя фыркнул в ответ, и дракон под ним снова бросился вперед по вспышке огненно-красного света. Морщинистый воин-заклинатель внезапно закричал ему: «Мудрец Куя, прекрати!» Затем он повернулся к культиваторам Небесного Южного региона и сказал: «Как насчет окончания этой битвы в ничью?» Обе стороны практически исчерпали их магическую силу, продолжение этой битвы ни к чему не приведет. Лысый мужчина был несколько удивлен, услышав это. Переглянувшись взглядом с Гоу Шуанпу, он кивнул: «Все в порядке. Давайте закончим эту битву». Хотя старик Ма был несколько против этого решения, он знал, что было бы бесполезно продолжать битву. Куя также почувствовал себя мрачным от этого решения и неохотно отозвал своего дракона, а затем вернулся обратно в ряды воинов-заклинателей. Старик Ма вернулся вниз и получил несколько утешительных слов от лысого мужчины, в результате чего напряжение на его лице слегка расслабилось. Но в этот момент воин-заклинатель в черном и морщинистый старик о чем-то перешептывались. В результате черная фигура плавно поплыла в воздухе и достигла места предыдущего сражения. Он мрачно взглянул на культиваторов, в его взгляде читалось презрение. Затем он проговорил хриплым голосом: «На этот раз я буду сражаться и скажу сразу, эта битва не закончится до тех пор, пока один из нас не умрет. Не думайте, что сможете остановить битву в процессе». Высокомерные слова фигуры в черном разгневали Гоу Шуанпу и лысого мужчину. Однако они не смели принять вызов. Они оба знали, что два культиватора зарождающейся души уже погибли от рук этого странного воина-заклинателя. Они все еще ценили свою жизнь, поэтому колебались. «Позвольте мне попробовать сразиться с ним», — равнодушно сказал Хань Ли. Лысый мужчина удивленно моргнул, увидев, как Хань Ли проявил инициативу для сражения, но внутренне он вздохнул с облегчением. «А господин Хань хочет сразиться? Тебе следует быть осторожным. Естественно, если что-то пойдет не так, мы спасем вас». Хань Ли улыбнулся и не сказал больше ни слова. Вместо этого он окружил себя лазурным светом и метнулся в небо.
В мгновение эка он приблизился к черной фигуре и завис в воздухе с равнодушным выражением на лице, заложив руки за спину. Черная фигура мельком взглянула на Хань Ли, а затем его глаза из черного стали зеленым, что выглядело довольно зловеще. Хань Ли прищурился и спросил: «Ты демон или призрак? Ты думаешь, что я не человек?» Черная фигура холодно усмехнулась. В тот же момент черные нити черного ци начали обматывать его тело. Затем послышались призрачные вопли и порывы иньского ветра. Хань Ли слегка вздохнул и спокойно сказал: «Сначала ты был человеком, но потом культивировал дао-демона или призрачное дао. ГМ. Младший, ты слишком много болтаешь. Нет необходимости изучать меня дальше, потому что скоро ты умрете от моей руки. Не трать свои силы на слова». Сказав это, черная ци внезапно обрушилась на его тело, скрыв его почти полностью. «Поскольку у меня нет желания играть с тобой, сейчас я заберу твою жизнь». Черная фигура рассмеялась и сделала жест заклинания руками. Внезапно он увеличился до 6 метров в высоту. Хотя из-за вихря инь-ци, что его окружал, сложно было его разглядеть полностью, но можно было увидеть 2 рога и 2 выбивавшихся из-под мантии клыка. Неудивительно, что многие культиваторы полагали, что этот незнакомый воин-заклинатель был трансформированной нежитью. Глаза Хань Ли засияли синим светом, в результате чего он смог увидеть этого воина. Что? Хань Ли был потрясен демоническим обликом огромного человека. Его нынешняя внешность была точно такой же, как у фантомов ученика архиепископа 6 путей. «Ты как-то связан с архиепископом 6 путей». Огромный человек злобно ухмыльнулся. «Что за архиепископ 6 путей? Не думай, что ты сможешь заболтать меня. Умри». Сказав это, он поднял руку и выпустил полосы черной ци, выстрелив черным предметом в Хань Ли. Однако объект вспыхнул черным светом, как только он покинул оболочку из черной ци и исчез из поля зрения. Лицо Хань Ли тут же стало мрачным, и он тут же сдвинулся на 10 метров. В тот же момент на том месте, где он только что стоял, появился огромный призрачный коготь. Атака была настолько внезапной, что, казалось, он материализовался из воздуха. Демоническая фигура вскрикнула от удивления при виде своего промаха. Хань Ли взглянул на призрачный коготь и безразлично сказал: «Неплохо. Хотя ты и не являешься культиватором призрачного дао, поскольку ты культивируешь техники дьявольского дао, твои атаки напоминают призрачных культиваторов. Если бы кто-то на самом деле решил, что ты призрачный культиватор, они определенно пострадали бы». Большой демонический человек холодно взглянул на Хань Ли, не двигаясь с места. В тот же момент Хань Ли нахмурился и снова сдвинулся с места на 10 метров. В следующее мгновение в то место, где он стоял, ударил другой призрачный коготь. После второго промаха огромный человек не выдержал и спросил: «Раз ты уклонился от 2 моих атак, значит, ты уже встречался с призрачными культиваторами?» «Разумеется, иначе как бы я смог уклониться от твоих атак?» Улыбнулся Хань Ли, сказав наполовину правду. «Хм. Кажется, ты довольно опытный противник. Но что с того, что ты знаешь, что я использую техники дьявольского дао? Мощь моего дьявольского искусства небесной вспышки мгновенно уничтожит тебя». Зловещим тоном проговорил он. Затем он внезапно издал пронзительный свист, который, казалось, мог расколоть камень. Выражение лица Хань Ли стало мрачным при виде этого. Черная ци, обволакивающая огромного человека, начала быстро вращаться. Вскоре после этого в воздухе появилась невероятно мощная волна дьявольской ци, и огромный человек мгновенно выскользнул из нее, появившись перед Хань Ли. С легким движением руки Хань Ли сразу же окружил непроницаемый шквал черно-зеленых когтей. Казалось, он намеревался разрезать его на бесчисленное количество кусков. Хань Ли глубоко вздохнул, изменившись в лице, однако он совершенно не сдвинулся с места. Он хлопнул ладонями, активировав сеть золотой молнии. В этот момент в небе послышался гром, а призрачные когти атаковали Хань Ли. С точки зрения огромной черной фигуры, обычное дьявольское искусство могло быть побеждено техникой элемента молнии, но дьявольское искусство небесной вспышки не было обычным. Его нельзя было остановить какой-то пустяковой молнией. Однако его нынешний противник, казалось, был осведомлен о слабых местах дьявольских техник, что причиняло ему значительное беспокойство, поэтому он решил избавиться от него как можно скорее. Но прежде чем черная фигура успела подумать об этом, он внезапно почувствовал, как его когти стали горячими, а вслед за этим последовала невообразимая боль. Золотой свет внезапно пронзил его. Золотая молниеносная сеть действительно прорвалась сквозь хватку его когтей и пробивалась к нему. В результате того, что не мог защитить себя от этой золотой сети, в его сознании внезапно всплыла легенда, которую он когда-то слышал.
Раньше, когда он только узнал об этом дьявольском искусстве, его мастер неоднократно предупреждал его о техниках, которые могут противостоять его дьявольскому искусству небесной вспышки. Поскольку он никогда не сталкивался с противниками, равными ему по силе, он забыл об этом. Золотая молния. Этого не может быть. Но похоже на то. Не говори мне, выражение лица черной фигуры стало напряженным, и он почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Не желая дольше оставаться на пороге опасности, он тут же завыл, и его высокий рост внезапно уменьшился до размеров карлика. В результате чего у него стало больше времени до того, как золотая сеть ударит по нему. Получив запас времени, его уменьшившееся в размерах тело внезапно рассыпалось на бесчисленное количество нитей черного света и рассеялось в разных направлениях. Глава 735. Двуххвостая змея. Холодный блеск сверкнул в глазах Ханьли, и он мгновенно сжал свои руки, выстрелив вспышкой молнии в золотую сеть. Бесчисленное количество вспышек молнии стало выпускать из сети, заставляя ее сжиматься быстрее. Каждая из черных нитей мгновенно столкнулась с золотой молнией. Мощная вспышка золотой молнии нити черной ци в залу. Каждая нить в процессе сгорания содрогалась неистовым, жалостливым криком. Вскоре оставшиеся черные нити вернулись к центру золотой сети, конденсировавшись в глянцевого черного зарождающегося демона. На его лице был страх. Он открыл рот и выблевал ошметки угольно-черной, иньской ци. Они быстро покрыли его несколькими слоями, пытаясь помешать божественной дьявольской молнии приблизиться к его телу. Лицо Ханьли не выдавало никаких эмоций, за исключением насмешки, которая появилась на доли секунды. Он выпустил из руки ослепительно яркую молнию, которая мгновенно окутала зарождающегося демона. Вскоре раздался еще один жалкий крик, за которым последовали раскаты грома, после чего все стихло. При виде этого Ханьли внутренне вздохнул с облегчением, приманив оставшейся молнией черную сумку для хранения. Затем он поднял голову и бесстрастно пронесся взглядом мимо воинов-заклинателей наверху. Внезапно его тело засияло лазурным светом, и он полетел обратно к культиваторам небесного южного региона. Перекинувшись со своим противником парой фраз, Ханьли уничтожил его с помощью божественной дьявольской молнии с невероятной скоростью. Не только культиваторы небесного южного региона были ошеломлены, но и воины-заклинатели не верили своим глазам. В то время как культиваторы небесного южного региона мало что знали об этой черной фигуре, у них было только общее понимание. Эти таинственные культиваторы, должно быть, пришли в долину Маулани из Большого континента. Хотя они не знали, почему эти культиваторы внезапно появились в долине, они достигли своего рода согласия с 3 божественными мудрецами племени Мауланей. Было ясно, что этот культиватор обладал способностями, которые далеко превосходили способности культиваторов его же ранга. Еще до того, как началась настоящая война, 2 культиватора небесного южного региона зарождающейся души погибли один за другим, заработав доверие божественных мудрецов племени Мауланей. Причина, по которой черная фигура вышла участвовать во втором бою, заключалась в том, что он чувствовал, что слишком много культиваторов зарождающейся души охраняли великую формацию, и было бы лучше, если бы он смог уничтожить хотя бы одного из них. Но кто мог знать, что этот обычный молодой человек действительно сможет убить черную фигуру с такой легкостью? Даже его зарождающаяся душа не смогла сбежать, к большому шоку 2 воинов, заклинателей. Когда морщинистый воин-заклинатель и Куя пришли в себя, он в ужасе переглянулись между собой, не зная, стоило ли им продолжать сражение. В тот момент они внезапно услышали слабый, еле различимый голос в их ушах. «Отступайте. Мы упустили момент, займемся нашими планами на завтра. Когда придет время, этой формации не устоять. Хе-хе». Хотя смерть Плача Небес немного неожиданна, я лично объясню это божественным мудрецам, голос звучал ровным тоном, хотя слова носили четко приказный характер. Морщинистый человек и Куя были ошеломлены на мгновение, услышав голос, но вскоре выполнили его приказы, приказав отступить остальным воинам-заклинателям. С некоторым беспокойством армия повернулась и стала отступать. Оба мудреца, естественно, прикрывали тыл, мрачно наблюдая за культиваторами в своем отступлении. Они посмотрели, в частности, на Ханьли и улетели. Наблюдая за тем, как армия воинов-заклинателей отступала, Гэу Шуанпу спросил, должны ли мы преследовать их. Оставь их, лысый мужчина покачал головой и сказал, хотя они отступают, они все еще не побеждены. Если мы начнем их преследовать, мы можем оказаться в окружении. Кроме того, наша цель — защищать великую формацию. Будет лучше, если мы пока будем отдыхать и набираться сил. Формация 1000 звуковых форм в горах Желтого Дракона просто так не падет. Если Маулани хотят захватить ее, им придется попотеть. После этого лысый мужчина перевел взгляд на Ханьли.
Из-за того, что никто не ожидал победу Хань Ли над черной фигурой, вокруг воцарилась неловкая тишина. Все были в недоумении, не зная, что сказать. На данный момент на лице Хань Ли была легкая улыбка, пока он рассматривал содержимое черной сумки для хранения. Легкая улыбка на лице Хань Ли несколько смутила остальных культиваторов. Однако после того, как ему удалось убить культиватора зарождающейся души, она вызывала в них странное чувство. Естественно, их изначальное презрение к Хань Ли исчезло. Лысый мужчина улыбнулся и сказал: «Господин Даосист Хань, поздравляю вас с убийством столь высокорангового противника. Я обязательно проинформирую Альянс 9 наций о твоих достижениях. Они определенно вознаградят тебя». Старик Майгэу Шуанпу также поздравили его с улыбкой. Однако выражение Хань Ли все еще оставалось таким же небрежным, как и раньше, несмотря на то, что в их словах звучало восхищение и уважение. Словно игнорируя это, Хань Ли просто обменялся с ними несколькими любезными любезностями, даже не глядя на них. Хотя никто этого не заметил, но на его лице появилась легкая ухмылка. Как только армия воинов заклинаний исчезла из виду, лысый мужчина открыл проход в туман, и все они скрылись в нем, после чего проход снова закрылся. На горе Желтого Дракона снова стало мирно. По возвращении в зал Хань Ли и остальные быстро обсудили сражения, которые произошли сегодня, а затем разошлись по своим резиденциям на отдых. Старик Ма, в частности, не только уничтожил свое сокровище, но и его жизненная сила пострадала. Ему было крайне необходимо отдохнуть и выздороветь. Таким образом, в мгновение ока в зале остался только лысый мужчина. Он сидел в главном здании, опустив голову и погрузившись в свои мысли. Через мгновение он внезапно поднял бровь, и на его лице появилось странное выражение. Он тихо проговорил: «Кто там?» «Входите». Затем по вспышке света в зале появился еще один человек. «Хех. Способности брата Лу очень глубоки. Ты смог меня заметить, как только я зашел. Неудивительно, что ты охраняешь эту формацию Альянса 9 наций в одиночку». Лысый мужчина нахмурился и спросил: «Ты? Почему ты не отдыхаешь? Почему ты решил так тихо войти?» «Ничего. Я просто нашел один секрет и почувствовал, что должен поговорить с тобой». Лысый мужчина посмотрел и озадаченно спросил: «Секрет? Какой секрет?» «Старейшина секты дрейфующего облака, господин Хань, скорее всего, мауланский шпион». Сказав это, он без колебаний вошел внутрь. Лысый мужчина невольно рассмеялся, а его лицо было наполнено недоверием. «Шпион? У тебя рассудок помутился. Хань Ли недавно убил воина-заклинателя зарождающейся души. Это слишком смешно. Я знаю, что брат Лу может не поверить в это, но у меня есть доказательства. Ты узнаешь, что говорю правду». Этот человек вздохнул и горько улыбнулся, а затем в его ладони появилась нефритовая пластинка. Он шагнул вперед и приблизился к большому человеку. Лысый мужчина в изумлении встал и подошел к нему. Затем он спокойно взял нефритовую пластинку в ладонь. Когда он взял нефритовую пластинку в ладонь, выражение его лица сильно изменилось, а в его глазах появилась ярость. По вспышке зеленого света нефритовая пластинка внезапно превратилась в маленькую изумрудно-зеленую змею. Она укусила запястье лысого мужчины со скоростью молнии. Он даже вскрикнуть не успел от шока, как рухнул замертво на пол с фиолетовым лицом. Радость мелькнула на лице мужчины, и он пробормотал: «Двуххвостая нефритовая змея действительно заслуживает своей репутации. Она лишь немного уступает десятке высших ядов. После укуса она также забирает зарождающуюся душу, чтобы та не смогла сбежать. Если бы змея могла летать, это был бы невероятно мощный способ убийства других культиваторов». Затем он сделал шаг вперед и осмотрел труп. Маленькая темно-зеленая змея выпустила из трупа клыки и соскользнула, обнажив 2 тонких хвоста на спине. Она стукнула ими по земле и бросилась в ладонь своего хозяина. Она обвилась вокруг него и прошипела своим фиолетово-черным языком, в то время как ее глаза сияли жутким темно-зеленым светом. В этот момент этот мужчина слегка взмахнул рукой и забрал сумку для хранения трупа. Затем он взволнованно обыскал ее своим духовным чутьем, словно искал что-то конкретное.